Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года? Что нельзя игнорировать, что нельзя пропустить? Давайте с вами узнаем. Перемены на пороге, буквально потому что ноябрь, даже месяц, может стать судьбоносным поистине. Тут и внешние события, тут и какая-то информация. Много планетарных транзитов, которые нас тоже где-то подталкивают к тому, чтобы мы свою траекторию на последующий период, на 2026 год, обозначили более четко. Поэтому и перемены. Ну и, конечно, последние сами по себе месяцы уходящего года мы подводим итоги. И от этого строим планы на будущее. Вот давайте узнаем, что изменит вас, что изменит вашу жизнь. Сами вы на что решитесь. И первое, это, конечно, карты пасьянса. И они в первую очередь о событиях. Вот давайте узнаем, какие события или на пороге каких событий вы стоите. И это будут судьбоносные события. Или они лягут в основу ваших последующих свершений, ваших возможностей, планов, желаний. Что мы не должны упустить, пропустить или проигнорировать, оставить на потом. И, конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю, поскольку любой расклад, прогноз, личная история каждого из вас ведь не расскажет. Мы все разные, хоть нас и объединяет один знак зодиака. Итак, смотрим, что же там для водолеев. Есть какая-то запутанная история, есть какие-то сомнения. У кого-то это могут быть сомнения, стоит ли начинать что-то или нет. Это не есть что-то материальное. То, что в нашей жизни действительно присутствует. Когда выпадает месяц в этом раскладе, именно в этом пасьянсе, это, скорее всего, то, что нам мешает. И я должна сказать, месяц ноябрь – самое прекрасное время сделать перезагрузку и избавиться от хлама словно. У кого-то буквально дома навести порядок, а у кого-то, вот знаете, от этого ментального мусора, который нам мешает жить. И именно избавиться от того, что мешает, мои дорогие. То, что уже не может быть продолжено. Навести порядок, может быть, как и в сознании, так и буквально дома, да. Смотрите, вам это приносит радость. Вот правда, радость какая-то спешит на ваш порог. Венок. Давайте пойдем дальше, что нам еще расскажут карты. У вас как открытый путь к новым возможностям. Может быть, это выбор какой-то вы должны сделать, кстати, и тогда сделать правильный выбор. Может быть, выбор стоит по работе, еду, не еду. Может быть, это сомнение, получится у меня отправиться куда-то или нет. Открытый путь может означать очень дальнюю дорогу, куда-то в другую страну, в другой город, в другую местность. Это то, что как в ваших планах может быть. Но я тут все-таки вижу, что у вас это осуществимо. Поэтому сами себя не мучайте, мои дорогие любимые водолеи, правда. Мы ведь тут надумать можем, ого, чего, а в реальности этого нет. В реальности часто у нас даже предпосылок к этому нет. Но если как разведем глубокую философию, вот там мы и застрять можем запросто. Ну вот какой-то жизненный путь вы точно выбираете. Семейное счастье, мои дорогие, вопросы дома, вопросы, связанные с вашими домочадцами, с вашими близкими, с теми, кто вас любит и кого вы любите. Вообще уделить внимание, чтобы быть счастливым, правда? Ну, где-то ведь раньше подкова обозначала и удачу тоже. Может быть, решиться вам на что-то нужно, а тут вот эти вот сомнения. Посмотрите, тут решиться нужно, тут решить нужно, потому что на кону что-то важное, это как жизненный путь. Вот эти ключи, если мы переложим на карту Таро, на первые карты, у кого ключи? У Иерофанта. Это где-то судьбоносный момент. Это возможность. Может быть, это себя как организовать, что вот теперь я буду менять свою жизнь, а я тут больше вижу, вы какое-то ожидание должны завершить. Или само по себе, может быть, как-то так складывается, да, вот эта листва, это и есть, ну, как дерево прописано, и ожидание.
Может быть, так обстоятельства складываются, что теперь для вас становится вот какой-то момент совершенно очевидным, как действовать. И прояснение. Прояснение может быть как и по части работы, по части переезда, или вот все то, что связано с домом, с семьей, с родственниками. Но тогда все же подкова, да, это как уже какой-то итог. И пусть поначалу так вот непонятно как тогда у нас разложился пасьянс, но зато к чему или чего вы можете достичь в конечном итоге, ведь это радость, счастье, где-то изобилие, процветание. Это все то, что нам нравится. Это то, что нам помогает буквально жить. И в нашем пасьянсе, мои дорогие, мы можем соединить карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И у вас совпадают часы, добрые перемены. Ну вот все то, что я сказала, к добрым переменам ведет. Так, смотрю, что мы еще можем с вами соединить. Пока не вижу. Ну, похоже, да. Больше совпадений нет, я все озвучила. Поэтому пойдем с вами дальше. Что прояснится до конца года для водолеев? Какая тема? Какой вопрос? Что прояснится до конца года? Может быть, и сфера жизни, да? Следующая карта. Что уйдет? Или что вы завершите, как до ума довели, до точки какой-то, да, или точки над «и» расставили, и теперь уже можем спокойно выдохнуть, когда уже эта тема нами завершена. Или от чего вы откажетесь сами, может быть, в каких сферах жизни вам придется принимать важные решения. И что нового идет на ваш порог, что нового идет в вашу жизнь, или вами будет продолжено. Итак, что ж там вы будете прояснять? Вот посмотрите, быть счастливым, быть любимым, вопросы личной жизни, может быть, для тех, кто один или одна, туз чаш. Кому-то, может быть, даже через сомнения. Кому-то из вас может либо надоесть одиночество, либо вы можете даже впервые задуматься, но нет, что-то мне надо менять, потому что не складываются отношения. И тогда вам словно высшие силы помогают. Может быть, это и какая-то вообще другая тема, что прояснится. Конечно, чаш, туз тем более. Это любовь, личная жизнь, вопросы дома или все то, что, вы знаете, связано с ближайшим окружением. Но иногда ведь эта карта говорит, что мы просто чем-то остаемся довольны, как счастливы. Но почему нет, если это касается вашего личного творчества? Среди вас очень много таких вот инновационно-творческих людей. Ваш знак зодиака – это интеллект, мои дорогие. И тут тогда тоже может быть радость. Вот, может быть, это та проблема, мои дорогие водолеи, когда вы сейчас смотрите видео, и у вас вот словно вот этот месяц, и вот какая-то путаница. То тут и я могу немножко предвосхитить, что ясность наступит. Давайте достанем, чем или с чем это связано. Праздник, правда, личная жизнь. Может быть, я допускаю у кого-то, ну, это, наверное, для единиц, любовный треугольник, значит, с этим вы тоже тут разбираетесь, что прояснится. У вас прояснится вопросы статуса, у кого-то это может быть связано с работой. У кого-то, мои дорогие девочки, я жду ребенка. Вот прояснится какая-то ситуация. Может быть, внезапно вы узнаете. И от этого будет меняться и ваша личная жизнь. Вы сами будете прояснять или заботиться о себе. Ну, может быть, проходить какое-то обследование необходимое, да, рутинное, что полагается. Мои дорогие мужчины, ну, понятно, не для всех это, кому соответствует по возрасту и поставленным целям. Мои дорогие мужчины, ваша любимая женщина ждет ребенка. Может проясниться запросто. Кому-то придется в личной жизни принимать важные решения, к примеру, даже в таких ситуациях, и, может быть, поэтому сомнения. И любовь идет под разными флагами, и никогда не знаем, когда же она придет. Может быть, и были у кого-то прежние отношения, сложные отношения, может быть, были у кого-то и семья, да, а у кого-то это те отношения, которые уже де-факто они завершились. И есть уже новый человек. И вы станете перед выбором, да, вот эта тройка чаш, что нужно что-то с этим делать. И, может быть, вот как раз
Предвосхищение появления нового человека на свет для кого-то из вас, понятно, не для всех, будет побудительным мотивом вот как раз больше ясности в личную жизнь и внести. Хотя для кого-то из вас это вопросы, связанные с творчеством, с работой, с какими-то инновационными даже технологиями, взаимодействием с людьми. И тогда что прояснится? Кто со мной? С кем я дальше буду взаимодействовать? Кто со мной готов быть не только, может быть, когда мне сложно, но кто из моего окружения может искренне за меня порадоваться? Вот и такие темы даже вы можете прояснять. Но посмотрите, насколько какие-то прояснения для вас к счастью, к радости, к изобилию, процветанию, к смене статуса, либо, может быть, через работу или через личную жизнь. Но такие, знаете, предпосылки очень добрые, и это перезагрузка на 2026 год. Ладно, от чего вы откажетесь сами или что уйдет, что завершите. Может быть, как завершается, или вот эти возможности для вас могут открывать новые перспективы по заработкам, по труду. Потому что четверка пентаклей, с одной стороны, это финансовый якорь. Это не велик якорь, но, может быть, больше трат будет. Будьте внимательны. Но и заработать деньги мы можем. Может быть, прежде мы как вынуждены были что-то сохранять, а теперь нам пространство дает возможности, как врата открываются, что вы завершите. У кого-то слишком затянувшаяся финансовая история, которую вы прежде не могли решить, когда, может быть, и приходилось себя ограничивать, кстати, как сохранять вот эти деньги. А здесь нам карты говорят, да нет, тут и финансовые перспективы могут меняться, что вы завершите, король жезлов. Вы знаете, тут вы правда можете менять окружение и менять, допустим, даже, знаете, взаимоотношения с ключевыми партнерами по части работы. Кто-то работу меняет. Тут, как у вас на кону, девятка пентаклей, правда, другие деньги. Это эквивалент денежный. И деньги– один из способов взаимодействия с миром. Может быть, это у вас самих происходит какое-то осознание, когда вы понимаете, что даже если прежде вы работали как, знаете, ну, потому что был у вас какой-то дух такой, вот хотелось посмотреть на практике, как осуществится мой проект. Вы просто жили где-то, болели, горели душой именно за свое где-то детище или в чем вы участвовали. У вас здесь может быть такая перезагрузка, а нет. Бонусы получил другой, а почему-то мой денежный эквивалент маловат. А как будто есть та персона, которая получает больше. Вот правда, если это равноценное участие в конкретном деле. То есть участвовали равноценно, а вот как-то по финансам вас что-то не устраивает. И это будет для вас как стимул что-то менять. Именно потому что, ну, наверное, большому кораблю большое плавание. И у вас сейчас как раз эти возможности и есть. Не быть, ну, знаете, как одним из винтиков в механизме чьих-то желаний, а самому регулировать жизнь и больше зарабатывать денег. У кого-то здесь может быть вторичный доход, новое творчество, какая-то перезагрузка по работе, в графике работы. Вам именно хочется уйти от некоторой, может быть, зависимости. У вас, кстати, к этому как будто очень удачно складываются обстоятельства. У вас, знаете, наверное, само пространство, Вселенная вам будет давать какую-то возможность. Но, может быть, работы будет больше. Вот, кстати. Но вы тогда нацелены. Вам, знаете, вам хочется уйти, что завершится. Какая-то рутина. Ведь четверка пентаклей, да, это с одной стороны вроде фундамент и якорь, а с другой стороны мы уже заскучали в уголке. Нам рутина это самое надоело. Вот хочется как и жизненного драйва, хочется новых приключений, впечатлений. Но это хорошо, потому что это побудительная сила. А девятка пентаклей говорит о том, что мы и надеемся сами на себя. Ну и, кстати, сами можем заработать денег больше. Для кого-то подсказка, если вы, мои дорогие водолеи, обдумываете, стоит ли мне, допустим, развивать свое творчество или пробовать себя в каком-то новом деле. Стоит. Но тогда, пока, по крайней мере, это точно, не рвать основной источник дохода. Уран, мои дорогие, скоро переместится
в Близнецы. А еще в этот период он у нас находится в Тельце, как ретро. Или вернулся, возврат идет Урана. Уран – это ваша планета управитель инноваций. Вот такое дежавю может быть до конца года с продолжением до конца почти апреля на 26-й, когда вы что-то будете одно сохранять, а другое начинать. Уран все дробит и по части именно финансов, работы, источника дохода. Тут могут быть и вами пересмотрены, откуда к вам приходят деньги, но и как будто, может быть, была одна сфера занятости, а тут либо вам захочется попробовать себя в новом деле, и есть смысл развивать и пробовать. Может быть, вы будете вносить коррекцию, не без этого, но у вас же что-то получится, и вы получите тогда в итоге новое качество жизни. Денежная тема требует пересмотра. Что новое идет в вашу жизнь? Ну, тут не новое, тут хорошо забыто старое. Или что будет вами дальше продолжено? Ну, наверное, мы все разные. И кто-то так ни на что и не решится. У вас выпала вот эта листва, ожидание. Поэтому кто-то скажет: нет, меня все устраивает, не хочу я тут ничего ломать. Ну и тогда вы все же можете упустить какую-то возможность. Может быть, эта карта также говорит о том, что Водолей, ты несколько подзастрял в своих предубеждениях. Девушка смотрит в одном направлении. Вот это как будто мы можем сидеть и вот так смотреть в никуда. А в это время нам судьба дает новые возможности. Понимаете, вот, наверное, инновация, она начинается до конца года. Ноябрь может быть перезагрузкой. Мы же можем сказать, что ну нет, мне страшно, например, или у меня сомнения. Тут я вижу какие-то сомнения, буквально вам могут помешать. Но как сделать уже вот, совершить вот этот переход между прошлым и будущим, на что-то решиться, что нового идет в вашу жизнь. Вот посмотрите, что нового идет. Основа, аркан повешенный, какая-то и карта финансов. Вы знаете, вам как будто нужно, мои дорогие водолеи, правда, на что-то решиться. Вот что нового? Вот то, что я только что сказала. Как будто это нужно применить на практику, потому что это для вас выход из какого-то жизненного тупика, из какой-то жизненной, может быть, затянувшейся паузы. То, что означает эквивалент денег. Но ведь эта карта девятка чаш, шикарная карта. Я ее называю иногда картой эгоиста. Почему? Как будто вы можете, мои дорогие, получить какие-то деньги и сказать: ну вот теперь я успокоилась или успокоился. Теперь будет как-то вот оно идти, но в каком-то одном формате. А этого не произойдет. Тут именно если мы с подсмыслом эго. С одной стороны, эго помогает, потому что это, знаете, придает нам уверенности. Но вам договариваться придется, потому что карта императрицы. Тут без договоренностей далеко мы не уйдем. Потому что начнем мы на чем-то настаивать, ну вот и все, и останемся словно у разбитого корыта. Откажемся, и тоже есть такой риск. Понимаете, тут вот есть элемент все-таки риска, что нельзя игнорировать, мои дорогие водолеи. Потому что на кону новое качество жизни, новый статус, новые возможности. И ваш знак как раз и может, знаете, как переломить какую-то замшелую ситуацию или какую-то дурацкую ситуацию. Но где-то это через дипломатию. Какой-то хитрый и мудрый, может быть, и ход вам придется сделать, себя даже на что-то уговорить. Вот я такого не исключаю. Но это тогда тупик закончился. Или какая-то затянувшаяся история. И вам, посмотрите, правда, вот этот ключ. Вы выбираете жизненный путь на долгий период времени. И я так вижу, мои дорогие любимые водолеи, этот период может быть очень важным для вас до конца года. И это, знаете, как вы себе потом скажете спасибо. Помните, что мы приходим на эту землю, чтобы быть счастливыми. И у вас как будто вот с первых карт само по себе и счастье, и радость, и новый статус, и финансовое благополучие. Мы сказали, что деньги – один из способов взаимодействия с миром. И, может быть, для осуществления вашей мечты. Все вместе, как 1000 дорог, сходятся в каком-то одном пункте. И, возможно, это будет в ноябре или до конца года. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Я благодарю за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии.
Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.